Я очень откровенная. И вот мне это доставляет удовольствие. Это свобода? Это свобода. Вот, кстати, да. Когда есть цель, когда ты идешь к этой цели, и ты знаешь, что ты можешь помочь своему ребенку, да, и в то же время ребенок помогает тебе еще подняться на одну ступень и стать выше. А вот как раз та профессия, которую я выбрала, это профессия, которую нужно чувствовать. Привкушение. Привкушение к чему-то, что ты вот создашь, и у тебя это получится, да? Ведь самое главное, для того, чтобы получить косметический эффект, ингредиент должен попасть в кожу и оказать эффект. Можно выглядеть в 50 лет как бабушка, да? А можно в 50 лет выглядеть молодой девушкой еще. А вот! У меня формула есть. Это было самое правильное решение, которое я сделала и для себя, и для моей дочери. То есть я ей изменила жизнь. Не ходить, не просить, да, а именно предложить то, что людям бы и помогло, и в то же время они могли бы что-то купить. Многие уходят в себя, закрываются, а я наоборот открылась. Если ты от работы получаешь удовольствие, ты не проработал ни минуты. Это про вас? Это про меня. Меня зовут Наталья Лавренова. Я человек. Я девушка, я мама. Я научный сотрудник. По профессии я биохимик, но так получилось, что я попала в косметическую область, и я сейчас являюсь косметическим химиком, а также экспертом по безопасности косметики в Европе. У меня есть своя, конечно, линия, мы производители, да, и мы занимаемся индивидуальной косметикой. Я родилась и выросла в Минске, в Беларуси. После окончания школы я поступила в Белорусский государственный университет на биологический факультет. И уже после окончания университета биохимической, я была на кафедре биохимии, окончила биохимическую кафедру, и после этого я уже попала в косметическую отрасль. Но получилось очень все спонтанно, так как я не знала, что такое косметика, никогда не пользовалась косметикой, и здесь поступило интересное предложение попробовать себя в роли научного сотрудника в координационный центр Белита Витекс. Это самая большая компания у нас в Беларуси. Просто прошла 2 отборочных тура и попала туда. Началась моя там карьера. Как вы оказались на Кипре? На Кипре очень интересно оказалось, да, вышла замуж. Но удивительно как, что я познакомилась со своим мужем в Минске. Вообще-то считала себя патриотом своей страны, никогда не хотела, но у меня все было. То есть у меня была любимая работа, у меня было любимое хобби. Менять страну я никогда не хотела, это просто случайность. То есть я познакомилась с киприотом, да, который очень красиво ухаживал, именно джентльмен. Он меня покорил своей добротой и заботой, да, и к тому же он очень симпатичный еще мужчина. Поэтому все сложилось, и так получилось, что я переехала на Кипр. То есть я вышла замуж в Беларуси. Удивительно, что киприот приехал в Минск и женился по белорусским, по русским традициям. Для него это было очень интересно. Конечно, было все стилизовано, но это была белорусская свадьба, настоящая. И потом я уже переехала на Кипр. Меняется все. То есть меняется образ жизни, уклад жизни. Я к тому же ехала в никуда. Я не знала, чем я буду заниматься, где я буду, что я буду. Домохозяйкой я точно не хотела быть. То есть для меня была установка домохозяйка, нет. Чем заниматься? Есть ли косметическая отрасль на Кипре, я сомневалась, если честно. Но я верила в своего мужа, что если ты все-таки за мужем, да, все будет хорошо. Можно будет в любом случае развиваться. После моего переезда, конечно, было сложно найти работу, но все-таки казалось, что на Кипре есть косметические компании. И так получилось, что я как раз устроилась в одну из косметических компаний, меня взяли химиком, и вот уже началась моя карьера, да, в Европе, на Кипре. Отличается, конечно, очень отличается от Беларуси. Было много разных нюансов, но это огромнейший опыт. Потому что если все-таки взять Беларусь, мы занимались только разработкой. То есть я дальше не знала, что может быть.
Косметика и производство это очень огромная отрасль, там нужно многие нюансы знать. И чем мне помог Кипр, я узнала все. Потому что я была одна, и мне нужно было узнавать все. От ингредиента до готового продукта. Потому что мы и разрабатывали, мы изготавливали, мы делали все. Skin Love мы открыли в 2018 году. Да, мы получили лицензию, мы долго готовились к получению. Для того, чтобы получить лицензию, нужно время. Поэтому мы готовились 2 года. И вот с апреля 2018 года мы лицензированное косметическое производство на Кипре. То есть мы можем как раз заниматься разработкой и изготовлением, именно изготовлением продукции. Меня вдохновляет, правда, да, моя работа. Это настолько интересно, это завораживающе. Мне она очень нравится. Я никогда себя не ощущала домохозяйкой. То есть домохозяйкой быть нет. Вот именно, наверное, то, что я пытаюсь соединить несоединимое, да, быть хорошей мамой, именно хорошей, чтобы доверие было с детьми. У меня оно есть, вот эти взаимоотношения. Я же вижу, что дети ко мне очень тянутся, потому что у меня же девочки. И в то же время меня вдохновляет работа. Мне это очень нравится, мне нравится творить. Если бы я, наверное, не создавала косметику, я бы или занималась, наверное, рисованием, какой-то творческой профессией, потому что у меня есть способности, были всегда. Поэтому, да, вот, наверное, творчество. Успех, успех может быть разный, да, может быть успех в профессиональной карьере или может быть успех в семье, да? Что для вас успех? Для меня вот как раз успех – это сочетание двух несочетаемых, потому что сложно, честно сложно быть успешной дома и успешной на работе, именно создавать, расти по карьерной лестнице. Если мы зарабатываем неплохие деньги и обеспечиваем нашу команду, и наша команда счастлива, да, это успех. Ну а в семье успех, если хорошие взаимоотношения с детьми и с мужем. А если глобально, то получается успех – это правильный баланс одного и второго? Да, но это сложно. Вот это сложно, потому что или ты доминируешь в профессиональной карьере, или ты доминируешь в семье. У меня пока получается баланс, очень сложно, но пока балансирую. А за счет чего? Есть какой-то секрет? Энергия, моя внутренняя энергия. То есть я стараюсь дать много и семье, и работе. Пока балансирую. Сложно, но да, на данный момент да. Я не знаю, как дальше оно будет, поэтому я хочу, чтобы моя команда росла, то есть у нас появлялось больше сотрудников, чтобы у них тоже появлялись обязанности, да? Делегировать обязанности, да, правильно. Вы счастливы? Счастлива, да, исходя, что столько сложностей было в моей жизни, да, я считаю счастлива. Наверное, нужно было пройти вот такой путь с моими сложностями в жизни, чтобы вот понять, что я действительно счастлива, да. Может быть, если бы у меня была спокойная жизнь, я бы, наверное, не поняла. А вот добившись того, кто я сейчас и что я сделала и для своей семьи, и для самой себя, да, я счастлива. По профессии биолог,
по специализации биохимик. И вот последние уже 20 лет я занимаюсь косметической химией. Где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в центре острова Кипр, да, в городе Никосия. Нашей компании 3 года. Это лицензированное косметическое производство. Философия очень интересна нашей компании, потому что мы занимаемся индивидуальной косметикой. Что значит индивидуальной косметикой? Мы измеряем физико-химические параметры кожи человека и потом изготавливаем персональную косметику для каждого человека, для каждого клиента. То есть получается, те ингредиенты, которые будут находиться в персональной формуле, они будут максимально эффективные. Чем мы отличаемся от других косметических компаний? Во-первых, мы только кладем высокие концентрации активных ингредиентов. Это во-первых. Во-вторых, те активные ингредиенты, они вот как раз будут необходимы в данном случае для данного клиента. Да? И мы используем ламеллярные структуры. Это инновационные структуры крема, да? Это вот эмульсии, которые способствуют лучшему проникновению активных ингредиентов. Что такое ламеллярные структуры? Крем, да, крем – это соединение воды и масла. Да? Обычный крем, который продается на полках супермаркетов, скажем так, или в масс-маркете, это мицеллярный. То есть это такие небольшие шарики, да, которые содержат в себя или капли воды, или капли масла. У нас же ламеллярная структура повторяет липиды рогового слоя. Еще называется Dermal Structure Membrane Cosmetic. То есть она очень сходная с нашей кожей. То есть она является второй кожей. Если посмотреть вот на косметическом рынке, никто никогда не пишет, что крем содержит ламеллярные структуры, потому что они распадаются со временем. И мы как раз ловим этот период, когда они стабильны, когда они есть в креме и когда они активны. То есть они помогают активным ингредиентам попасть в кожу. Что вам больше всего нравится вот в вашем процессе работы? Какие-то, может быть, любимые моменты или какие-то самые вот творческие, где у вас там... Ну, у меня их много, их несколько. Во-первых, когда появляется только идея, да, вот эта философия, ты что-то прочитал, ты что-то заметил, ты потом сложил эту цепочку и понял, а вот это можно попробовать, а вот это действительно сработает. И ты начинаешь искать, да, где мне можно такой найти ингредиент или композицию ингредиентов, или сложить. Ведь формула, да, косметическая формула, это композиция определенных ингредиентов. Да? И поэтому ты начинаешь, ага, вот этот ингредиент с этим ингредиентом, потому что нужно еще очень хорошо знать токсикологические эффекты всех ингредиентов. Есть ингредиенты, которые несочетаемые, да? И можно не пользу принести, а навредить. Появляется идея. Потом ты находишь именно безопасные ингредиенты, и ты понимаешь, ага, соединение вот этих с этими ингредиентами должен быть просто супер вау-эффект, крутой эффект. И ты ищешь эти ингредиенты, ты их заказываешь, ты их покупаешь, ты их привозишь и создаешь первую формулу. Да? Смотришь, чтобы она была стабильна, чтобы она хорошо наносилась, да, чтобы у нее была прекрасная текстура, запах. Вот. И когда уже формула готова, мы набираем фокус-группу. Если ты видишь где-то 80% вот с наших волонтеров с фотогруппы есть эффект, тогда ты можешь этот компонент уже внедрять в производство. И это не все компоненты оказывают эффекты.
Да? Не все. И вот главное самое чувство — его найти, его нащупать, найти вот с этих 140 тысяч компонентов косметических, которые существуют в мире. Да? Найти тот, который действительно, если компания заявила эффект, он сработал. А еще, если ты соединил несколько компонентов, и они друг другу помогли, то есть произошел синергизм между компонентами. У вас есть такие моменты в работе, когда вы забываете вообще, где вы, сколько времени сейчас, что нужно делать, вот просто вы попадаете в какой-то поток, и вы не можете остановиться. Так это и есть поток. Это вот есть как, это есть как водопад, да? То есть ты вот, или как бурная река, ты идешь с этой рекой, и ты понимаешь, что ты можешь проснуться, да, так очнуться, вау, уже 3 часа ночи, а ты еще все что-то делаешь, и ты стабилизируешь, и ты смотришь. Или же, когда приходят наши клиенты, и мы делаем отчеты, да, до и после, и ты понимаешь, это же действительно работает, ведь действительно косметика работает. Интересная история. Интересная, но она мне дала силы дальше развиваться как личность. Потому что, наверное, если бы не было у меня бы вот этой истории, может быть, я была бы в розовых очках. То есть я стала сильнее. Я стала по-другому на мир смотреть, но к людям я все-таки тоже, я очень хорошо отношусь, не изменилось мое отношение к людям, потому что многие уходят в себя, закрываются, а я, наоборот, открылась. Так получилось, что у меня случилась преэклампсия. Это на поздних сроках беременности. Мои дети родились глубоко недоношенные, 7-месячные, но глубоко недоношенные. Ева была 540 граммов, а Зои, ну, если я не ошибаюсь, 760. И мы боролись за их жизнь. Они провели в больнице 4 месяца. 2 раза Ева была вот аппаратом искусственной вентиляции легких. Вот. А в итоге получилось, один ребенок совершенно здоров, вот как раз Ева, которая была с низким весом, потому что от веса зависит дальнейшее развитие ребенка. А вот у Зои, которая, ну, скажем, вес был низкий, но все ждали проблему у Евы, оказалась проблема у Зои, потому что Зои родилась с детским церебральным параличом. И вот там началась борьба. Борьба за ее будущее, потому что девочка очень красивая. И, конечно, для такой девочки красивой должна быть соответствующая походка, потому что это отпечаток, ну, это ее дальнейшая жизнь, это ее, кстати, комплексы, которые ей нужно будет преодолевать. Поэтому с года и 5 месяцев мы боролись. Мы занимаемся по 5 часов в день. Вот, и в один момент я поняла, все, я больше не могу. То есть мы стоим на месте. Мы не идем и назад, потому что я занимаюсь много, но мы не идем и вперед. То есть нужно было что-то решать. И это как раз вот тот момент, когда ей 11 лет, то есть уже идет половое созревание, нужно было успеть. И вот как раз мы определились с такой сложной операцией, это было сложное решение, но вера, если ты вот веришь, и ты знаешь, что все пройдет хорошо, все будет хорошо, и она восстановится, так и получилось. И я стала искать, что должно быть решение, то есть не может быть, чтобы не было решения. То есть всегда есть выход с любой ситуации, вот с любой, вот в этом вот мое такое мнение. И я нашла в интернете доктора Парка, вот именно в Фейсбуке, там оказалась группа закрытая. И я смотрела, так как люди ездили к нему в Америку, доктор Парк — это нейрохирург, он делает уникальные в мире операции, то есть он единственный в мире, именно у него своя технология операций, да, то есть это дорсальная резотомия, то есть подрезаются задние корешки спинного мозга, то есть это нейрохирургия. Это очень сложная операция, очень сложная, но это единственный врач с технологией, когда период реабилитации самый маленький. То есть дети очень быстро поправляются после вот таких операций. И я наблюдала в течение года. И так получилось, что я решилась. Ну, уже нельзя было, то есть нужно было что-то делать, потому что она росла, когда растет детский организм, появляется больше спастики.
То есть кости растут быстрее, чем мышцы. И я уже видела, что у нее меняется походка, ну, в худшую сторону. Соответственно, нужно было принимать решение. И я просто им написала. Написала, и пришел ответ, и вот оно так закрутилось. Нужно было сдавать очень много анализов. И главное было это решение доктора Парка. То есть является ли Зои кандидатом для данной операции или не является, потому что доктор Парк многим и отказывает. И когда пришло подтверждение, что доктор Парк нас одобрил как кандидатов, да, как Зои как кандидат, то есть она является кандидатом для операции, да, для меня это был самый счастливый день в моей жизни, потому что я понимала, что ну, скоро и для меня, и для Зои это все закончится, и мы будем только идти вперед. Нужно было собирать деньги. То есть нужно было подумать, как вообще сделать так, чтобы не ходить, не просить, да, а именно предложить то, что людям бы и помогло, и в то же время они могли бы что-то купить. И вот как раз и появилась идея шампуня Зои. Да. И если посмотреть, здесь вот имя Зои, да, появляется вот такая вот волна, да, где написана и еще история, что есть две девочки-близнецы, да, и вот такое летящее сердце, которое дает надежду не только Зои, но и другим детям. Потому что это моя еще одна мечта, да, помогать другим деткам с такими же проблемами. Потому что то, что делает доктор Парк, он делает чудеса. И сейчас у Зои все хорошо, она восстанавливается. Нам, конечно, еще долго работать, но время есть, ей всего лишь 12 лет, до 20 лет она точно восстановится, и ничего не будет заметно. То есть доктор Парк подарил, скажем, вторую жизнь Зои. Я бы вам что сказала, когда они вырастут, что они определяют свою жизнь. Я их направляю, но я ни в коем случае на них не давлю. И никогда не давила, я всегда давала им право выбора. Им, может быть, казалось, что я их... Все-таки они меня считают строгой мамой. Да? Но строгой для того, чтобы дать им старт. И они это поймут. У меня Зои много раз задает вопросы: мама, ты очень строгая, папа вот добрый, а ты строгая. Да? Но она потом поймет, и Ева тоже поймет, что сейчас я их направляю. Я им даю развитие, и как вот то развитие, которое им поможет в будущем, чтобы чтобы самореализоваться, чтобы они реализовались, чтобы они были счастливы. Поэтому они это поймут потом. Многие из нас хотя бы раз в жизни переживали какую-то кризисную ситуацию. Она либо связана с семьей, со здоровьем, с карьерой, с работой, с деньгами, хоть что. У всех она абсолютно разная. Но так или иначе был какой-то кризис, после которого ты принимал решение и что-то делал, скорее всего. Что вы посоветуете людям, тем, кто попал или кто сейчас на данный момент ощущает себя в каком-то таком растерянном состоянии, который не знает, что делать в одной из сфер жизни, может быть, в принципе, это какой-то большой кризис всей жизни. Что можно им посоветовать, вот, исходя из вашего опыта? Никогда не сдаваться. То есть вот настолько это важно, никогда не сдаваться и представлять, что будет хорошее впереди, никогда не оглядываться назад. То, что произошло, оно уже произошло, да, и ты уже не можешь изменить то, что произошло. Но то, что будет, мы можем на это повлиять. И если к этому стремиться, мыслить позитивно, да, именно позитивно, никогда не уходить в какой-то негатив, а именно мыслить позитивно, оно действительно получится. Спасибо. И передаю вам спасибо от всех тех людей, которые сейчас это услышали. Если бы сейчас весь мир, 7 миллиардов людей со всех стран, континентов, островов, могли вас слышать и видеть, что бы вы им сказали? Я бы сказала: люди, будьте счастливы, будьте здоровы и берегите близких. Считаете себя удачливой? Я считаю себя неудачной, я считаю себя счастливой. Счастливой, да. То есть у меня получилось, и еще получится все, что я только могла желать. Супер, спасибо.
Спасибо.